Итак, прежде чем менять стойки и втулки стабилизатора на Opel Astra Z, вот у нас в седане такой аппарат 2008 года, но это украинка, с двигателем Z16EP. Это немаловажно, потому что они сильно отличаются от европеек. Потому что в Ютубе очень много вроде бы видеороликов об этом автомобиле, но практически ничего мне не подходит, чтобы менять какие-либо детали. Это я уже столкнулся не один раз. Но вернемся к сегодняшнему дню. Сегодня мы меняем втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Так вот, втулки стабилизатора, смотрите, они разные. Есть 20-22 миллиметра в диаметре сам стабилизатор. Это зависит, я так понимаю, от двигателя. То есть, может, дизельный потяжелее, и там, соответственно, наверное, стабилизатор потолще. У нас 1.6 16-клапанник 2008 года, Z-очка, немаловажно. Они, я так понимаю, еще на Ашке идут. Но там тоже вроде 1.6 Z, но там другая модификация, и они другие. С кондиционером, без, ну, они другие. Даже термостат в другом месте ставится. Вот я сегодня столкнулся с тем, что термостат у меня не такой. Ну, неважно. Так вот, здесь у нас на стойках стабилизатора шестигранник на 19 гайка. И слава богу, что сзади еще по лыске есть. Вот я новую стоечку показываю. Здесь вот под ключик на 19 тоже есть. Потому что я начал откручивать, вставил этот самый шестигранник, и он у меня провернулся. Так, втулки стабилизатора, вот они там. У нас нужны ешечки, Е12 у нас там. Вот эти вот звездочки. Можно какой-то ключик подобрать, но это будет неудобно. Берем такие ешечки. Вот, диаметр у нас здесь 20-очка. Есть, продаются 22. То есть диаметр я имею в виду от самого стабилизатора. Это немаловажно при выборе запчастей, чтобы вы не перепутали, имели это в виду. Желательно вот такой вот вороточек. Вот я так соорудил с этого же наборчика. Потому что даже я зачистил, ВДшечкой брызгал, очень тяжело откручивается. Внизу я вообще, я не знаю, тоже не очень это все удобно, но тем не менее. Все это можно сделать, но с определенными инструментами. Ну, вот как-то так. И желательно тот, кто по-людски для себя автомобиль делает, вот есть больное место вот здесь, где прикручивается этот самый подрамник. Вот здесь у меня все было забито в грязи, вот полностью. Там, где болт входит в сам корпус автомобиля. Вот. И, соответственно, уже пошла ржавчина. Хотя на автомобиле 65 тысяч пробега. И в сухом гараже стояла. Вот. Не, ну сегодня, конечно, 2025 год, я понимаю, но тем не менее. Ну, оно не сгнило, но я все это вычистил. Обработал антиржавчиной с этим самым... с оцинкованным эффектом. Потом боди вот такой. Вот. Это кислотный грунт. А потом сверху мовилькой заделаю. Ну, будет лучше, по-любому. И трубки у них тоже ржавеют. Лучше их почистить. Он тут обросшая была ржавчиной. Очень много людей жалуются, что через время приходится трубки менять. Ну, вот, чтобы как бы не так быстро их менять, вот они начинают ржаветь, ну, возьмите хоть чуть-чуть чем-то обработайте. Почистили немножко, обработали антиржавчиной, кислотником обработали, сверху мобилькой заделали, поверьте, будет ходить. Проверено уже годами на 85-го года Жигулях отцовских, царство ему небесное. Вот. У него, у меня
есть видео на канале шестерки. Там автомобиль в 2025 году вся в родном кузове. 200 тысяч чем-то там пробега. Вот. То есть она не то что стояла, а она ездила. Вот таким способом, нехитрым, не сильно заморачиваясь, мы все время ее обрабатывали. И она жива. Ну, точно так же можно сделать с этими автомобилями. Эти еще и оцинкованные, поэтому здесь они гораздо дольше будут ходить. Ну, вот такие вот нюансы, не знаю, там разработчики как-то не подумали, что сюда сильно закидывает грязь. Вот, и поэтому оно там будет гнить, если не чистить. Пороги там он тоже, в принципе, надо снимать это. Ну ладно, это другое уже будет видео. Здесь все, в принципе, понятно. То есть на 19 ключик, шестигранничек, набор шестигранников, не знаю какой он, неважно. Ключик на 19, вот. Там ешечка 12, вот, там она есть у нас. Вот. Туда все, даже большая трещоточка, я не буду этого показывать, большая трещоточка залазит, и все снизу вы откручиваете. Не сильно удобно, да, я не спорю, но это можно сделать. Кому видео понравилось, было полезно, ставим лайки, подписываемся. Можете в комментариях писать, вопросы задавать по Opel данному. Могу подсказать довольно-таки много о Ford Scorpio, о шестерках, ну, в принципе, о многих автомобилях. Всем спасибо, до новых встреч. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И я, как всегда, в конце еще рассказываю о каких-нибудь секретиках. Так вот, при замене втулок стабилизатора, чтобы второй болт с той стороны открутить, я не буду его показывать, всем понятно, тот, кто будет этим заниматься. Я вот сделал вот так. Я думаю, тот, кто начал его откручивать, можно попробовать ключиком на 10. Вот. Но вы можете слезать грани. Я попробовал, но лучше все-таки Е12 это сделать. И вот с коротышом таким. Потому что большая трещотка не заходит. Видел в ютубе, есть еще парень, который короткой трещоткой закручивал. Но если у вас стандартная трещотка, то у вас ничего не получится. Вам придется сделать вот так. Этот удлинитель тоже не подойдет. Ну вот туда вставляете. Вот оно получается так. А если трещотка большая, то есть вы не развернетесь. Ну как-то так. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Вот вам маленький секретик за это.